Равис родился в Таджикистане, в бедной семье. Его родители были неграмотными дебилами и жили в бедности где-то в канаве с бутылкой пива. Когда Парвизу было несколько месяцев, его мать умерла от туберкулеза, а отец ушел за хлебом, оставив Парвиза на попечении своей бабушки. Однако бабушка Парвиза была очень старой и не могла уделять ему много времени. В детстве Парвиз был одиноким и никогда не чувствовал тепла от кого-то еще. Он проводил большую часть своего времени на улицах и играл с другими детьми, которые смеялись над им и его неграмотностью. Проще говоря, булили в жесткой форме. Его жизнь была очень трудной и нестабильной. Были моменты, когда Парвиз от горя и неполноценности срывался на других с ненавистью и слезами в глазах. Парвиз учился в школе, но из-за бедности его семьи ему приходилось пропускать уроки и искать работу, чтобы помочь своей бабушке. Он работал на стройке и работал в магазине, чтобы заработать хоть какие-нибудь гроши. В возрасте 16 лет Парвиз потерял свою бабушку. Стоя над ее могилой, которая была очень бедно украшена одним цветочком, он вспоминал ее ласковые слова и любовь со слезами на глазах. Он остался один на один с миром и не знал, что делать. Он начал употреблять наркотики и алкоголь, чтобы забыть о своей жизни и заполнить пустоту в себе после смерти последнего любящего человека. Парвиз смирился, что этот мир несправедлив и что каждый думает только о самом себе, а все, что ценно ему, пропадет в любом случае. В 20 лет Парвиз решил уехать из Таджикистана, чтобы найти лучшую жизнь. Он переехал в Россию, где надеялся найти работу и улучшить свое положение. Однако там его жизнь тоже была очень сложной и полной трудностей. В России Парвиз опять работал на стройке и других низкооплачиваемых профессиях. Он жил в маленькой квартире вместе с другими мигрантами и старался выжить в этом мире. Однако его жизнь резко изменилась, когда он стал свидетелем того самого преступления и был арестован за убийство. Но после ты и так все помнишь, да, Парвиз? Парвиз проснулся с непонятным туманом и болью в голове. Даже слезы были на его лице. Плохой сон. Осталось 49 месяцев.